Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я хочу вам показать, как связать вот такого вот маленького дракончика. Высота его без хвостика 20 сантиметров. Классно то, что этот дракон вяжется очень просто, все как вы любите. Нам даже не придется пришивать голову, потому что она будет вывязываться сразу из туловища. Ножки, ручки мы тоже ввязываем. Это мы тоже вывязываем. Все. Пришить нужно будет только вот это вот сердечко к хвостику и крылышки. Крылышки можно использовать вот такие вот. Это обычные покупные крылышки, мягкие, классные. Можно купить их в моем магазине. А можно вывязать. Я сейчас, когда буду вязать следующего дракона, он у меня будет розового цвета, мы там крылышки с вами вывяжем, потому что, может, не все захотят или не все смогут купить. Так что мы вывяжем, чтобы каждый смог связать вот такого вот малыша. Я буду вязать, как я сказала, розового дракона. Вязать можно из любой пряжи. Плюшевая, не плюшевая, вот из любой пряжи получится связать классного, красивого дракона. У меня вот такой вот есть моточек, я думаю, нам даже его хватит, ну проверим. Вот одна ножка у меня связана, а дальше я начну вот этот вот моточек и скажу, хватило мне этого маленького мотка или нет. Здесь у нас что? 50 грамм идет. Вот, думаю, нам его хватит. Глазки у нас 12 миллиметров. Здесь у меня скошенные, со скошенным зрачком. А сейчас я буду использовать обычные зеленые глазки. Трапеция 12 миллиметров. Крючок номер 4. Маркер нам понадобится. У меня это, как всегда, шпилька, ножнички и иголка. Можем приступать. И еще я не сказала, конечно же, наполнитель нам понадобится. Ну, без этого никак. Так, начинаем вязать ножки. Вязание для начинающих я, как всегда, прикреплю здесь, в правом верхнем углу, в подсказках. Там я подробно рассказываю и показываю все эти столбики без накида, как начать вязание. Все, что нужно для вязания игрушки, вот я показываю подробно здесь. Кому нужно, переходите на это видео и смотрите. Здесь же мы просто уже вяжем игрушку, поэтому я подробно не буду останавливаться. Я делаю петельку, 2 воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаю 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Вот в первую петельку прибавку делаем, это 1, 2. Вторая петелька, прибавка, это 3, 4. Третью петельку прибавку делаем 5, 6, дальше 7, 8, дальше 9, 10 и шестая прибавка это 11, 12. В третьем ряду будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем просто 4-й ряд провяжем 18 столбиков без накида. То есть вяжем сейчас самостоятельно эти 2 ряда. Вот такое вот должно получиться. Вязание выворачиваем. Следующий ряд у нас 5-й. Вяжем 6 убавок в начале ряда. По убавкам видео тоже прикреплю здесь в подсказках. Если кому-то надо более подробно, сходите там посмотрите. Я делаю просто убавки за переднюю стеночку. Первую, вторую петельку схватила и провязала. Это первая убавка. Поставлю маркер.
Вяжем дальше. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая убавка. И 6 столбиков без накида до конца ряда провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все четко. В шестом ряду вяжем 3 столбика без накида в начале ряда. 1, 2, 3. Теперь делаем 3 убавки. 1, 2, 3 и 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Вот так вот получается. Теперь нам нужно с 7 по 11 ряд включительно провязать по 9 столбиков без накида в каждом ряду. Вот у нас сейчас 9 петелек в ряду, и мы просто будем вязать с 7 по 11 ряд включительно, без изменения, в каждую петельку по столбику без накида. По 9 столбиков без накида в каждом ряду вяжем самостоятельно и потом продолжим. Провязала я, добавила наполнитель, и сейчас у нас 12 ряд. Нам просто нужно провязать вот эти две части вместе, закрыть вязание. Складываем пополам, смотрим, чтобы все было четко. Если вам не хватает каких-то петелек, чтобы пополам сложить, то провяжите или уберите. Смотрите уже, как у вас идет вязание. Просто заходим в петельки. Нам нужно провязать 4 столбика без накида. Насквозь вот зашли и провязали столбик без накида. Это 1. Потом вот так вот зашли в петельки, провязали 2. Зашли, провязали 3 и 4. Ниточку обрезаем, вытягиваем. Я вот сюда ее протягиваю. Здесь завязываю узелок. И прячу вовнутрь. Вторую ножку вяжете точно так же. Две ножки готово у меня. Вы вторую вяжете точно так же, и дальше будем вязать ручки. Ручки начинаем вязать, как и ножки. Делаем петельку и 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. А в третьем ряду просто провязываем 12 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида вяжем третий ряд. Вязание выворачиваем. И в четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка.
И так делаем 3 раза как раз до конца ряда. Можно поставить маркер, чтобы себя проверить. 1, 2. Убавку делаем. Это 1 раз. 1, 2. Убавка. Это 2 раз. 1, 2. Убавка. Это 3 раз. Теперь у нас в ряду 9 петелек. И следующий ряд, 5-й, провязываем просто 9 столбиков без накида. Это я провязала, добавила наполнитель уже немножко. Следующий ряд у нас 6-й, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 3 раза у нас получится так сделать. 1 столбик без накида провязали, делаем убавку, это 1 раз. Столбик без накида, убавка, это 2 раз. Столбик без накида, убавка, это 3 раз. Теперь у нас в ряду 6 столбиков без накида, нам еще 2 ряда нужно, 7 и 8. 7 и 8 провязать по 6 столбиков без накида. И добавляйте наполнитель по мере вязания. Вот я провязала, делаю соединительный столбик в следующую петельку, ниточку обрезаю, вытягиваю, затягиваю и прячу вовнутрь. Добавляем еще наполнитель, если нужно. И вторую ручку будем вязать точно так же. Ручки, ножки у нас готовы. Теперь мы свяжем хвостик и потом будем все вместе ввязывать в тело. Хвостик вяжем. Начинаем как обычно. Делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 столбиков без накида, просто в каждую петельку по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вязание выворачиваем. Выворачиваем вязание и в третьем ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, и так делаем 2 раза. То у нас как раз в ряду так получится сделать. Вот вяжем 1, 2 и делаем прибавку, это 3, 4. Дальше вяжем 2 столбика без накида, это 5, 6, и делаем прибавку, это 7, 8. Вот так вот. И теперь 2 ряда, 4 и 5, вяжем по 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Следующий ряд 6, вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. Тоже так 2 раза получится до конца ряда сделать. И в конце ряда будет 10 столбиков без накида. И затем 7 и 8 ряд провяжем по 10 столбиков без накида. То есть сейчас просто вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И так делаем 2 раза. 1 раз я провязала, и дальше снова 3 столбика без накида, прибавка. А теперь 7 и 8 ряд провязываем по 10 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала,
Дальше у нас идет 9 ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. Тоже так 2 раза делаем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. И затем с 10 по 14 ряд включительно будем провязывать по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Это я провязала все, что вам сказала. Теперь складываем пополам. И нам просто нужно связать, ну, вот как мы в ножке делали, это все вместе. 6 столбиков без накида здесь нужно провязать. Заходим сразу в эту петельку и в эту насквозь провязали 1. Зашли вот полностью, видите, насквозь. Проходим 2, петелька в петельку, прям провязываем 3, 4, вот 5 и 6. Есть такое дело, тоже ниточку обрезаем, вытягиваем. Я еще ее протягиваю сюда, как и в ножке вам показывала. Здесь завязываю узелок. И вовнутрь прячу. Так, а дальше будем вязать тельце и ввязывать вот все, ручки, ножки и хвостик в тельце. Начинаем вязать как обычно. Делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 6 прибавок, в каждую петельку по 2 столбика без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик без накида. Можно поставить маркер, чтобы себя проверить. А в следующую петельку делаем прибавку. Это 2, 3. Дальше столбик без накида 4. И прибавка это 5, 6. Столбик без накида 7. Прибавка 8, 9. 10 и 11, 12, 13, 14, 15 и 16, 17, 18. Провязали этот ряд. Следующий ряд у нас 4 вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И тоже так делаем до конца ряда, тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Просто вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, целый ряд. Это я провязала, вязание выворачиваем, как обычно. Будем провязывать ножки, хвостик в этом ряду. В начале ряда вяжем 8 столбиков без накида. Я 1 провяжу, поставлю маркер и вяжу дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь с ножкой нам нужно провязать 4 столбика без накида. Заходим, кстати, ножку берем вот таким образом, чтобы она носочком вот смотрела сюда. Это у нас будет как правая ножка. Вот так мы ее провяжем. С ножкой нам нужно провязать 4 столбика без накида. Вот зашли в ножку, в тельце, это 1. В ножку, в тельце 2. В ножку, в тельце 3. И в ножку, в тельце 4. Ножку провязали. Теперь вяжем 1 столбик без накида
И будем провязывать хвостик сейчас. С хвостиком вяжем 6 столбиков без накида. Все то же самое. Зашли сначала в хвостик, затем в тельце. Петельки не пропускайте. Провязываем 6 столбиков без накида вместе с хвостиком. 2, 3, 4, 5 и 6. Хвостик вот так вот провязали. Дальше вяжем 1 столбик без накида. И теперь с ножкой, вот у нас 1, 2, 3, 4 столбика без накида осталось. Теперь с ножкой нам нужно провязать эти 4 столбика без накида. Только ножку уже берем вот таким образом, чтобы у нас все четенько получилось. Нормально? Вот это вот взрывы. Это у меня окно еще закрыто. И вот такая вот ерунда. Как говорится, так и живем. Короче, сейчас обстреливают Харьков. А я вам снимаю мастер-класс. Как говорится, спасибо соседям, да? Ножки провязали. Следующий ряд у нас идет 6. Нам нужно провязать 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. Мы просто будем вязать 3 столбика без накида, прибавка, 3 столбика без накида, прибавка. 6 раз у нас получится так сделать в этом ряду. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. И затем в 7 ряду просто провяжем 30 столбиков без накида. Короче, это я провязала. Следующий ряд у нас 8. В 8 ряду вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И сколько там в ряду будет? 24 получается столбика без накида. В общем, весь ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И как мне вот многие пишут, давайте о позитиве, да? Давайте о позитиве, чё ж не о позитиве, все ж прекрасно в этом мире, да? Ничего не происходит, только позитив. Надо ж так, ну просто вот получилось, что именно в моменте, когда я вяжу для вас дракошика, показываю точнее, как связать дракошика. Вот такое произошло, поэтому вы это от меня и услышали. Так, конечно же, я вам об этом не рассказываю. Как я живу и так далее. Так, вот я провязала 3 столбика без накида, убавка, целый ряд. А в следующем ряду, в 9, будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так до конца ряда. Тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем 10 ряд просто нужно будет провязать 18 столбиков без накида. А в 11 ряду мы уже будем провязывать ручки. Ну, я покажу, как мы это будем делать. Провязала я это. Вот такая вот красота сейчас получается. Дальше у нас идет 11 ряд. Будем провязывать ручки. Вначале вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь с ручкой надо провязать 3 столбика без накида. Берем ручку, уже не важно, как мы ее возьмем. И с ручкой провязываем 3 столбика без накида. 1. Все то же самое. Зашли в ручку, в тельце, провязали. Столбик без накида. 2 и
третий столбик без накида провязываем с ручкой. Теперь вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С ручкой провязываем 1 столбик без накида в этом ряду, потому что остается 1 петелька до конца ряда. И в следующем ряду еще 2 столбика без накида с ручкой. Всего 3 столбика без накида нам нужно провязать с ручкой. Зашли в ручку, в тельце, провязали столбик без накида. Зашли в ручку тельца, провязали столбик без накида. И еще 1 столбик без накида провязываем с ручкой. Так, это в этом ряду у нас провязанных уже 2 петельки. Вот первая, вторая, тут маркер перенесу. И теперь нам нужно провязать еще 16 столбиков без накида до конца ряда. То есть это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все четко. Так, следующий ряд у нас 12. Нет, это не 12, 12 это только что был. 13 следующий ряд. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. И так сделаем 6 раз. Ну, как раз до конца ряда. И в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Сейчас у нас 18. Сделаем 6 убавок, будет 12. Вот 1 столбик без накида провязали, поставили маркер и дальше вяжем убавку. Снова столбик без накида провязали и делаем убавку. Столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Вот закончить должны убавкой. Вот такая вот красота. Сейчас, видите, ручки провязали, ножки есть, хвостик есть, все прекрасно. Дальше 14 ряд. Делаем 12 прибавок. Мы уже начинаем вывязывать голову, поэтому делаем сейчас 12 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. 1 столбик провяжите, снова поставьте маркер и сюда же вяжем 2 столбик без накида и так далее. Этот ряд я провязала. Дальше идет 15 ряд. Будем снова в начале провязывать 12 прибавок. Вот. Маркер обязательно ставьте. И вот вяжем 1 прибавка, 2, 12 прибавок подряд. 3, 12 прибавок в начале ряда я провязала. И теперь до конца ряда нужно провязать еще 12 столбиков без накида. Вот провязали. И теперь нам нужно с 16 по 19 ряд включительно
провязать по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Просто вяжем без изменений в каждую петельку по столбику без накида с 16 по 19 ряд включительно. Я провязала уже это. Дальше идет у нас 20 ряд. В начале делаем 12 убавок в начале ряда, где мы делали 12 прибавок, теперь будем делать убавки. Вот делаем 12 убавок подряд. Маркер можно перенести. Вот 12 убавок подряд я сделала, и теперь нужно провязать еще 12 столбиков без накида до конца ряда. Провязали это, а теперь нужно с 21 по 25 ряд включительно, то есть 21, 22, 23, 24, 25, 5 рядов провязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. Просто вяжем без изменений, без убавок и прибавок в каждую петельку по столбику без накида с 21 по 25 ряд включительно. Смотрите, что должно получиться. Это я уже наметила, где я вставлю глазки. Я добавила наполнитель в тельце, чуть-чуть в голову. Смотрите, я этому дракоше вставила глазки между 19 и 20 рядом. Сейчас хочу вставить между 20 и 21 рядом. Вы смотрите сами, как вам лучше вставить. Я вам покажу и так, а вы решите, как вам больше нравится. Мне просто кажется, что здесь низковато вроде как. Ну, хотя тоже красиво, но попробую сейчас поставить повыше глазки, и между глазками у меня 4 петельки. 1, 2, 3, 4, видите? Вот, поэтому глазки поставили и закрепляем. Так, глазки я закрепила, вяжем дальше. У нас следующий ряд 26, будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка, и так сделаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. Смотрите, мы уже вязание заканчиваем, поэтому добавляйте постепенно наполнитель, чтобы у вас все там хорошо плотненько было. Мы вообще в 26 ряду должны провязать 3 столбика без накида, 1 убавка до конца ряда. 6 раз так получится сделать. В 27 ряду мы должны провязать 2 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так до конца ряда. И тоже так 6 раз получится сделать. В 28 ряду 1 столбик без накида, 1 убавка. И тоже так до конца ряда 6 раз получится сделать. И потом закончить убавками. Это уже 29 ряд будет. Заканчиваем убавками. И все, вот здесь вот мы заканчиваем на макушке и добавляем наполнитель. И такая вот уже почти полностью все будет готово. В итоге вот смотрите, что получается. Прикольный такой этот малыш. Так, в итоге я сейчас подумаю, каким я хочу связать эти все гребешки, его крылышки, может светло-розовым или все-таки беленьким. Сейчас я подумаю и продолжим с вами вязать. Сейчас начнем вот этот вот гребень основной, провяжем. Крылышки у нас будут вязаные, поэтому гребень полностью провяжем. Там, где я пришивала крылышки, то я гребень провязала только вот до этого места и начала потом с хвоста. Здесь у меня просто крылышки провязаны обычной иголочкой с ниткой, прошиты, точнее, не провязаны, прошиты. Так, ну это для тех, я рассказала, кто будет пришивать вот такие вот готовые крылышки. Это я для них рассказала. А мы же с вами будем сейчас в мастер-классе их вязать, поэтому сначала прошьем гребешок основной. Но этим мы с вами займемся уже в следующей части.
А пока я желаю вам хорошего настроения и пока-пока.